Привет, я Наташа, а вы на канале Наташа Связана. И сегодня у нас очередной мастер-класс. На этот раз мы поговорим с вами о сумке для бутылки, или чехол для бутылки, или батл-холдер. Можете называть по-любому, суть от этого не меняется. Я знаю, что многие просили от меня мастер-класс на сумку с сердцем. Он будет, все в порядке, просто мастер-класс на нее делается чуточку дольше, поэтому он выйдет через 1,5 недели. Касательно сумки, здесь долго нечего рассказывать. У этих сумочек есть много вариантов. Вот здесь вот появятся сейчас фотографии. Мне понравился конкретно вот этот вариант, и я постаралась его повторить. Вот так выглядит мой вариант в готовом изделии. Естественно, я принесла чуточку своего чего-то, но в целом выглядит довольно-таки похоже. Простите, у меня пришел кот. Можно немножко ASMR? Все, мы больше не отвлекаемся. Так вот, касательно пряжи и всего вот этого, я расскажу об этом в отдельном блоке. Здесь я могу только сказать, что я делала эту сумку в определенным узором. Я знаю, что можно делать эти сумочки сеткой, но мне больше понравился вариант с жаккардом, это когда у нас меняются цвета. И поскольку я уже делала узор сетку, поэтому мы будем вязать вот такой вот цветной вариант. На этом, я думаю, будем заканчивать. Это все, о чем я хотела сказать в начале. Давайте начинать вязать, у вас точно все получится. Для вязания нам понадобится пряжа. У меня Alize Cotton Gold, у нее состав 50% акрил, 50% хлопок. И метраж у нее 330 метров на 100 грамм. В целом это довольно универсальная пряжа, вы можете подобрать аналоги, но чаще всего Alize можно найти в любом городе. Также нам понадобится для вязания крючок, у меня 3 мм, и ножницы. Начинаем мы вязать с донышка, дно у нас вяжется по кругу, соответственно мы будем начинать с кольца амигуруми. Каким образом оно набирается? Мы кладем нить от кончика себе на 2 пальца вот таким образом. Что мы делаем? Мы обматываем нитью от клубка вокруг этих 2 пальцев и делаем вот такое вот перекрещивание. Далее, что нам нужно сделать? Мы безымянным пальцем придерживаем эту ниточку от клубка и заводим крючок в нить, ближайшую к нам, которая находится рядом со средним пальцем. Заводим снизу вверх. И далее крючком зацепляем соседнюю нить. Зацепляем мы ее сверху. Выводим. И далее нить от клубка, которая у нас мы задерживали, мы зацепляем крючком и проводим. Таким образом мы с вами набрали первую петлю. Далее нам нужно вот в это вот кольцо с вами провязать 6 столбиков без накида. Каким образом? Так же, как обычно, мы просто заводим в кольцо крючок. У нас на крючке оказалось 2 петли, и через эти 2 петли проводим. И у нас таким образом образовалась первая петля. Далее что делаем? Еще раз завели в кольцо, провели. Вторая косичка появилась. Далее снова завели. Набрали 3-ю петлю, и вот таким образом мы набираем 6 петель. Петли набраны, далее нам нужно затянуть это наше колечко. Я вначале затягиваю его не до конца, то есть я просто беру за кончик нити и затягиваю. Дальше нам нужно провязать соединительную петлю. Соединительную петлю мы вяжем в первую вот эту косичку, заводим туда крючок и цепляем крючком нить и выводим. Вот таким образом. Выводим, сначала у нас оказывается на крючке 2 петли, и сразу мы проводим вот эту петлю через вторую. Далее я более подробно покажу, как провязывать соединительные петли. Пока остановимся на этом, здесь все равно ничего не видно. Мы делаем петлю подъема, и дальше нам с вами нужно будет провязывать по 2 столбика без накида в каждую петлю. Заводим крючок. Сейчас в первом ряду, может быть, это немножко сложновато, но дальше все будет проще. Заводим и выводим первый столбик без накида. Далее заводим крючок туда же, выводим, у нас оказывается 2 петли, и проводим столбик без накида. То есть сделали прибавку, то есть провязали 2 петли в одну, 2 столбика. Дальше находим следующую косичку, завели туда крючок и провязали еще 1 столбик без накида. Это у нас получается первый столбик, и опять сюда же 2 столбик. Довязали до конца ряда, сейчас покажу, куда делаем соединение. Вот эта вот петля у нас
петля подъема, которую мы делали, мы в нее заводим крючок. Может быть, это все же опять-таки тяжеловато. Выводим и провязываем соединительную петлю. Дальше делаем снова петлю подъема. В нее мы будем в следующем ряду провязывать соединительную. В этом ряду мы уже чередуем. То есть нам в каждом ряду нужно делать по 6 прибавок. Вначале у нас было 6 петель, сейчас у нас 12. И теперь мы чередуем сначала 1 столбик без накида, затем 2 столбика без накида. То есть в одну провязали 1, потом 2. Затем снова чередуем 1, затем 2. Таким образом, в этом ряду мы тоже сделаем 6 прибавок и довязываем до конца. Мы сделали петлю подъема. Здесь в третьем ряду мы делаем 1 столбик, затем снова 1 столбик и затем 2 столбика. То есть таким образом мы снова делаем 6 прибавок. Давайте довяжем до конца ряда, здесь уже будет понятнее, куда именно провязывать соединительный столбик. Показываю поближе. Мы довязали до конца ряда, и у нас осталось перед нами 2 петли. Вот видите, я показываю 2 косички, одна и вторая. И во вторую косичку нам нужно завести крючок. Опять-таки говорю, может это быть делать сложновато, но это только потому, что я петлю подъема провязала не такую большую. Я провела петлю и теперь провязываю соединительный столбик. Все, таким образом я сделала соединение. Теперь снова петлю подъема, можно ее сделать чуть-чуть пошире, чтобы было проще. И далее повторяем все то же самое. Вспоминаем, в прошлом ряду мы делали столбик без накида и столбик с прибавкой. То есть 2 пропуска, 1 с прибавкой. Сейчас мы прибавляем на еще 1. То есть делаем 3 столбика без накида, и в 4-й мы вяжем прибавку. Таким образом, нам нужно довязать до необходимой ширины донышка. Я просто взяла бутылку, у меня просто бутылка с водой обычная, приложила к кругу, то есть я провязала примерное количество рядов, приложила и посмотрела, что круг примерно равен моей бутылке. И на этом моменте я остановилась. Единственное, что нам нужно посчитать по квадратикам. То есть у меня квадратик будет равен 6 петель, поскольку у нас у всех будет присутствовать в вязании число 6, так как мы делаем по 6 прибавок в ряду. И у меня количество петель в готовом уже изделии равно 48. 48 разделить на 6 это 8. То есть четное число. Четное число это отлично, потому что в таком случае у нас с вами получатся квадратики. Если у нас, допустим, 42 петли, 42 разделить на 6 это 7. Соответственно, у нас квадратиков равномерных не получится, будет где-то сдвоенный. Поэтому обязательно в остатке у вас должно остаться четное число. Я довязала донышко до необходимой ширины. У меня получилось 48 петель. Если у вас отличается пряжа, оно может быть любой другой ширины. Главное, чтобы в остатке у вас оставалось четное число при делении на 6. И я беру цветную пряжу, у меня это голубой цвет. И сразу начнем ее ввязывать. Каким образом вяжутся стенки по кругу нашего чехла на бутылку? Мы просто вяжем дальше, но перестаем делать любые прибавки. То есть просто по кругу будем с вами вязать столбики без накида. Единственная особенность то, что мы каждые 6 петель будем менять цвет. Давайте начинать. Я прикладываю нашу синюю ниточку к вязанию. Таким образом, в самом начале я уже буду ее ввязывать. Я прикладываю нить как бы сверху нашего края и сейчас буду ввязывать. Каким образом? Я завожу крючок, как обычно, под 2 стенки. И у нас вот эта нить, она как бы сверху лежит на крючке. Таким образом мы вяжем его внутрь. И провязываем столбик без накида, как обычно. Провязали. И далее повторяем все то же самое. Заводим крючок. У нас лежит нить на крючке. Еще раз давайте покажу. Завели, вывели, провязали. И вот таким образом, провязывая, мы не довязываем 6-ю петлю. То есть 5 петель провязали, а 6-ю мы сейчас довяжем вместе. 6-ю нам нужно довязать до момента, когда у нас на крючке 2 петли остается. И закончим мы вязать синей нитью. Таким образом мы сразу
сменим цвет и следующие столбики будем вязать синим. Мы меняем их местами. Теперь у нас белое приложено сверху к вязанию, а мы заводим крючок. У нас теперь белое лежит на крючке. Выводим синюю нить, провязали столбик без накида. Дальше снова завели, провязали, вывели. И таким образом опять мы провязываем 5 петель, как обычно. Шестую мы довязываем до серединки. И давайте дойдем, и я покажу еще раз, что мы делаем дальше. Шестую довязали до серединки, и теперь цепляем уже белую нить и проводим ее через наши 2 петли. Провели, теперь снова меняем их местами. Теперь будем вязать белой нитью. Прикладываем синюю сверху и продолжаем вязание уже белой нитью. И вот таким образом нам нужно чередовать наше вязание. То есть если у нас 48 петель, нам нужно их чередовать и довязать до конца ряда. Конец ряда. Последнюю петлю нам нужно провязывать тем же цветом, что мы будем вязать дальше. То есть здесь у нас заканчиваются белые петли, и в следующем ряду у нас начинаются синие петли. Соответственно, заканчиваем мы ряд, делаем соединение синими. То есть заканчиваем петлю синим цветом. Соединение петлю подъема мы делаем тоже синим цветом. Дальше мы поднимаемся на следующий ряд и продолжаем все вязать синим цветом. Таким образом, нам нужно провязать 6 рядов, то есть это высота наших клеточек. Давайте мы провяжем 6 рядов самостоятельно и встретимся с вами в 7 ряду, где я покажу вам, как менять цвета при изменении цветов вверх. То есть у нас, получается, будут сменяться клеточки. Сейчас мы просто вяжем таким образом вверх, а в 7 ряду мы сменим наши клеточки. И давайте покажу, что мы там делаем. 6 рядов мы провязали. Вот я чуть-чуть не довязала до конца. Мы довязываем оставшиеся столбики. У меня получается, что они синего цвета. И довязываем их, пока у нас не останется последняя 6-я петля. Дальше нам нужно сменить цвет в следующем ряду на синий. Поэтому мы провязываем, заканчиваем петлю также синим цветом. И делаем соединительный столбик и петлю подъема также синим цветом. Я провязала, и дальше я начинаю вязать весь вот этот вот блок из 6 петель, из 6 столбиков. Я вяжу синим цветом. То есть таким образом я сменяю наши квадратики. И здесь повторяем то же самое. 5 петель мы провязываем синим цветом. И последнюю мы довязываем до серединки и заканчиваем вязать ее белым цветом. И дальше делаем все то же самое. То есть в конце ряда повторяем все то же самое. Доходим до конца, конец провязываем синим и таким образом чередуем. Вот таким образом нам нужно провязать необходимое количество рядов. Каждые 6 рядов в 7 нам нужно делать смену цвета и вязать новые клеточки. Я сделала 5 клеток наверх. Мне показалось, что этой высоты достаточно. Опять-таки, если у вас другая пряжа или если вы хотите другую высоту, вы можете связать необходимое количество вам клеточек. Вот мои 5 клеток готовы. Теперь давайте свяжем наши ручки, куда мы будем привязывать наш шнурок. Я провязала один ряд просто белым цветом и по кругу. И сейчас во втором ряду мы будем делать наши ручки. Каким образом? Я складываю пополам наш чехол и смотрю, что примерно друг напротив друга находятся 2 вот этих белых квадратика. Соответственно, я хочу, чтобы в них у нас связывались наши ручки. Я дохожу просто белым цветом до начала нашего белого квадратика и там покажу, что мы делаем. Дошла до белого квадратика. В первую петлю этого квадрата я делаю просто обычный столбик без накида. И далее у нас остается 4 петли посередине, и я делаю 6 воздушных петель. Вот таким образом. И здесь я пропускаю 4 петли. И в последнюю петлю нашего белого квадратика я завожу крючок и делаю еще один столбик без накида. То есть таким образом у нас получается вот эта вот небольшая ручка. Далее я довязываю ряд до следующего нашего белого квадратика, где мы будем делать вторую ручку, и там повторяем все то же самое.
Далее довязываем ряд до конца и завершаем ряд точно так же, то есть находим нашу петлю подъема, заводим в нее крючок, выводим соединительный столбик, подтягиваем, далее делаем петлю подъема и ее хорошенечко затягиваем. После этого обрезаем нить. Вот таким образом выглядит наша сумочка. Теперь нужно на обратную сторону заправить наш кончик и связать шнурок. Каким образом я вяжу шнурок? Я просто набираю необходимое количество воздушных петель и провязываю 3 ряда. Можно сделать одноцветным, можно сделать двухцветным. То есть, например, первый ряд я вяжу белым, второй ряд голубым, третий ряд белым. Друзья, спасибо большое за просмотр моего мастер-класса. Надеюсь, вам все было понятно. А также я надеюсь, что он был вам полезен и интересен. Если это так, пожалуйста, поставьте этому видео лайк, а также не забудьте подписаться на канал. Здесь раз в 2 недели выходят интересные и необычные мастер-классы. А также я выпускаю для вас интересные и полезные видео с моими рассуждениями на тему трендов в вязании или каких-то полезных вещей в вязании. Еще раз спасибо за просмотр, всех обняла, пока-пока!